Итак, дорогие друзья, хотя устала очень, но обещала вам, поэтому вторую часть заговоров для здоровья снимаю, а потом немного отдохну. Итак, это древние знания знахарей и плюс мои ритуалы. Действия это идут старинные действия, знания, а ритуалы, усиливающие эти действия, мои. Поэтому я буду вам объяснять, как и что делать. И, собственно говоря, если вы все правильно сделаете, у вас здоровье улучшится. Недавно я снимала, да, как мы исцелились, прямой эфир. Можете открыть, посмотреть, чтобы понять, как это происходило. Для того, чтобы вы поняли, вот если я связываю с Луной, с лунным циклом, если не говорю про Луну, значит, можно провести любое время. Если я говорю, что это связано с лунным циклом, это ключ. Если сделаете в другое время, оно просто не получится. Учтите это. А как вообще понять Луна? Растущая, убыльная? Тут даже не обязательно по календарю. Глядя на Луну, можно определить. Ну, когда она круглая, я думаю, вы и так понимаете, что она круглая, да? Говорить не нужно. Полнолуние. Но растущая Луна, она выглядит вот так. Вот. А убыльная Луна, ущербная месяц, вот так. Запомнили? Вот так. Она растет, то есть отсюда растет до круглости. А убывает вот таким образом. Оттуда убывает до вот такого состояния. Вот. Убыльная и растущая Луна. Это чтобы вы определили для себя. Потому как то, что я сейчас вам дам, вот данный ритуал, это нужно на убыльную Луну. То есть Луна должна убывать. Ущербный месяц. Не расти. Итак, от бородавок или от гнойников на лице, от красных пятен на лице, собственно говоря, кожных вот этих различных проблем, но если они выделяются, то есть если их можно пересчитать, грубо говоря, нужно поймать жабу или купить жабу, найти. Посчитайте на этой жабе все эти пупырочки. Или все бородавки называют на жабе. Если там, она не бородавчатая, то можно посчитать точки большие или бугорки. Вот вы посчитали, запишите, сколько штук вы насчитали. Поймали жабу. В убыльный месяц нужно это делать. И кроме воскресенья. Взяли жабу, посчитали все эти пупырочки, сколько там штук. 20, 40, 50, неважно. Запишите для себя. И отпускайте эту жабу. Сразу же, как отпустили, возвращайтесь домой. Встаньте перед зеркалом, посчитайте, сколько на вашем лице вот этих прыщей, этих гнойников. Ну, если, конечно, все лицо не в этом. В любом случае, постарайтесь самые такие выделяющиеся пересчитать. Насчитали и плюсуйте с той цифрой, которая у жабы. Ну, если уж так, например, да, для примера, вот 20 у жабы, у вас на лице вот этих бородавок 10 штук. Вот вы приплюсовали 30, берете черную нить, любую черную нить, и делаете там узелки столько, сколько это общая цифра. Вот эти бородавки у жабы и у вас. Эту общую цифру. Значит, кстати, не обязательно на лице. Если у вас на руках есть то же самое. Общее, сколько у вас. Кстати, у нас есть одна бородавчатая, да, себя считает ведьмой. Можешь воспользоваться этим ритуалом. Как говорится, какой же ты к черту султан, ежели голой задницей ежа не убьешь. Какая же ты к черту ведьма, если ты свою бородавку не свела до сих пор? Ну ладно. Так вот, нужно завязать узлы столько штук на
этой нитки, сколько общая цифра. Поэтому возьмите такую нить, чтобы у вас хватило пространства. Все, узелки завязали, относите. Когда завязываете узелки, значит, кладете на алтарь, читайте 6 раз. Потом относите на перекресток, кидайте на перекрестке, говорите, отворачивайтесь и уходите. Здесь не надо ни откупаться, ничего. Смотрите. Посчитали у жабы бородавки, у себя, приплюсовали эту цифру, жабу отпустили, взяли нитку черную и узелки, значит, там завязали узелки столько, сколько насчитали общих бородавок этой цифры. Положили на алтарь и говорите 6 раз. Потом эту нитку относите и кидайте тот же вечер, относите, кидайте на перекрестке, сверху говорите, отворачивайтесь и уходите. Все, у вас бородавки сойдут. Говорить нужно следующее. У жабы своих бородавок, извиняюсь, у жабы свои бородавки есть. Отдаю ей и мои бородавки. Забирай, Квакша, от меня тебе в дар. Свершилось. 6 раз на алтаре, 1 раз кинули на перекрестке, прочитали и ушли, повернулись и ушли. У жабы свои бородавки есть, отдаю тебе и мои бородавки. Забирай, Квакша, от меня тебе в дар. Свершилось. Или тебе дар, это не столь важно. И все, и уходите. Следующий метод. Точно так же убыльный месяц. Берете яблоко, режете пополам. Желательно, чтобы яблоко было зеленое. Одной частью трете лицо и читайте 13 раз. Ну, лицо, руку, где у вас бородавки или где у вас прыщи. Можете этот ритуал несколько раз повторить с периодичностью 3-4 дня, пока полностью у вас не сойдет. Вот трете яблоко, лицо и читайте. Половину яблока трете, читая, вот пока вы протираете лицо. Забери на себя бородавки, прыщи, что у вас есть, гнойники, в общем. Забери на себя бородавки. С меня пусть сойдет, да на тебя перейдет. А мне чистое лицо. Заклинаю. Еще раз. Забери на себя бородавки. С меня пусть сойдет, да на тебя перейдет. А мне чистое лицо. Вот эту часть положите рядом. Вторую часть яблока съели. Взяли ту часть, которым натирали лицо, относите и закапываете. Когда закопали в землю, сверху говорите: тебе гнить и сгинуть, а бородавкам мое лицо покинуть. Истинно так. Прочитали 13 раз сверху, отвернитесь и уходите. Как только яблоко начнет там гнить, у вас начнут сходиться бородавки или прыщи, в общем, все, что на вашем лице лишнее. Ну, на лице, на руках, неважно. Я 1 раз читаю, чтобы успеть много вам подарить, потому как у меня здесь достаточное количество написано. Боюсь, что памяти не хватит. Летучий огонь. Знаете эту болезнь? Называется стрептодермия. Такое ощущение, как будто ожоги на лице. Они могут чесаться, они могут кровоточить, а могут быть сухие, они разные. У детей такое бывает. Бывает, что от сладкого появляется, а бывает просто кровь сама по себе такая. Летучий огонь называется. То есть ощущение, как будто летучий огонь обжег человека, и на теле в разных местах появились вот такие ожоги. А на самом деле это кожная болезнь. Называется стрептодермия. Что нужно делать, чтобы убрать? Опять же говорю, древний метод, как это убирали. Но поскольку заговоры утеряны или там дошли до нас там частями, естественно, создано свое, потому что приходится свое дополнять, чтобы ритуал лучше сработал. Берите красную
значит, красный лоскут ткани. Ну, купите там красную ткань. Отрежьте такой маленький лоскут. Возьмите емкость. Вот если у вас это, для себя читайте. Если у ребенка это, протрите этим лоскутом вот эти места, которые болят. Точно так же себе или ребенку. Вот эти заговоры вы можете детям сделать. Только там, например, жабу просчитать должен ребенок. И с лица свои вот эти вот бородавки или прыщи должен считать ребенок. Итак, взяли этот красный лоскут, вытерли вот эти места, где этот летучий огонь, то есть эти ожоги, ранки. Положите в эту емкость, рядом поставьте соль, зажгайте красную материю, она начинает гореть. Когда уже чуть-чуть осталось, вот видите, что огонь прям пылает, берете соль, вот прям кидайте и тушите этот огонь и читайте сразу же сверху. Вот как потушили огонь, тут же сразу же сверху 6 раз читайте вот этот заговор. Огонь небесный, огонь земной, я тебя потушу, и к себе близко огонь не пущу. Огонь не пылает, огонь умирает, сила огня истекает, летучий огонь отступает, заклято. Вот так вот сразу же потушили, то есть задушили этот огонь, грубо говоря, и начитали 6 раз сразу. Потом выносите это все, переворачивайте просто под деревом, оставляйте там, кидайте 6 монет, откупайтесь и уходите. Еще раз читаю. Огонь небесный, огонь земной, я тебя потушу. И к себе близко огонь не пущу. Огонь не пылает, огонь умирает, сила огня истекает, летучий огонь отступает, заклято. Дальше. Сучье вымя. Гидроденит. Что это такое? Оно бывает и с воспалительным процессом, бывает с гноением, бывает по-разному. Такое ощущение, как будто вымя висит, обычно появляется под мышками, но может даже на лице проявиться, может на половых органах проявиться. Вот такая вот гадость существует. И это прям такие, скажем так, массивные, как мешочки гноя, извиняюсь за подробности, и очень мешает человеку жить. Начинается обильное потовыделение, неприятный запах, и ничем не перебить. Приходится постоянно идти, вскрывать хирургическим путем. Через некоторое время на этом месте опять появляется. И как бы от этого избавиться? Вам нужно куском мяса натереть, свежим куском мяса натереть то место, где сучье вымя. Потом это мясо положите в пакет, вынесите и киньте туда, где бродячие собаки. Они должны съесть. Им от этого ничего не будет, эта болезнь им не перейдет. Они как уничтожают, поскольку это называется сучье вымя. Поэтому, знаете, клин клином вышибают. Это отдается собаке. Значит, взяли это мясо, протирайте и читайте 6 раз. Вот если в разных местах, значит, по 6 раз везде. Нужно тереть и читать. Через некоторое время, как только вы это сделаете, во-первых, оно прорвется, гной выйдет, и он начнет высыхать. Я помню, одной женщине я делала, она боялась сама делать. У нее было похуже. И никак не могли помочь. И в Крыму она лечилась, и где только не была. И я с ней поработала, с этим мясом, как бы провели. Они вышли от меня, поехали, и кинули где-то возле мусорки, в общем, где собаки. И говорит, как выкинули, сразу увидели, что собака съела. И пока еще домой не доехали, у нее просто прорвало, извиняюсь за подробности, это все вышло. И после этого высохло, и все, и больше она не появлялась. Вот настолько сильная работа. Но делайте правильно.
Любой день недели, тут уже не важно какое время. Вообще лучше болезни на ущербную луну. Вот как раз сейчас скоро ущербная луна начинается. Лечить лучше так. Но если нет привязки к луне, то можно в любое время. Здесь нету. Точно так же, как и летучий огонь, можно лечить любой день. Итак, натираем куском мяса и говорим: сучье вымя, вернись к суке, чье имя носишь, ей и достанься. Заклинаем. Вот такой простенький заговор, но очень эффективный. Сучье вымя, вернись к суке, чье имя носишь, ей и достанься. Заклинаю. Чтобы вы знали, главное в заговоре не сложность, не красивые композиции, там какие-то вызовы и такие моменты, знаете, так таинственные. Главное, чтобы ключ подобрать. Сучье вымя возвращается к суке. Вот этого достаточно, чтобы она реально вернулась и оставила вас в покое. Дальше идем. От ожогов. Если у вас ожог, глубокий ожог, и он долго не заживает, берете нож и крутите против часовой стрелки, значит, извиняюсь, вот так, вокруг этого ожога. Острием вот так постарайтесь, вот так вот, ну, слегка коснувшись, вот так вот крутить. И говорите 13 раз. Укус огня, болючий, жгучий, отпусти на волю. В дикое поле, в раздолье, на лес и траву, на камни и скалы. А меня отпускай, заклято. Укус огня, болючий, жгучий, отпусти на волю. В дикое поле, в раздолье, на лес и траву, на камни и скалы. А меня отпускай, заклято. В принципе, мы с вами управились. Пока что столько. Достаточно. Я в скором времени еще намерена вам дать ритуал для здоровья и прочее. Ну, чтобы вы успели это все переварить, записать, конечно. Всего понемногу. Дозированно даем добро. Так надо. Запишите, применяйте и будьте здравы. Всем удачи!